Это таро-прогноз, таро-предсказание для знака зодиака Весы. Что ждет Весов в январе 2024 года во всех сферах жизни? Мы посмотрим на колоде Moonology. И основная колода – это лучезарное солнце. Это оракулы карт. И я астролог и таролог Татьяна Мин. Я рассматриваю карты по моему методу, который очень близок к астрологии, да, потому что 6 осей – это 12 знаков зодиака, и я достаю 6 карт, потому что это рассматривает все стороны жизни человека. Итак, первая карта. Карта здоровья или солнце в Деве. Здесь, возможно, вы будете много заботиться о себе, о своей внешности, о правильном питании, о том, как вы, насколько здоровы, красивы вы, насколько вы энергичны. Может быть, конечно, это будет еще связано с вашим партнером, и вы будете думать о том, насколько здоровы ваши отношения. Вообще, стоит ли вам находиться в этих отношениях? Не забирают ли они у вас слишком много энергии? Может быть, вы в отношениях с этим партнером стали чувствовать себя хуже? Или наоборот, у вас появится какой-то партнер, который поможет вам. Здесь все-таки карта помощи, да, мы видим женщину в центре, за которой ухаживают другие люди. Так, может быть, и вы в январе, дорогие весы, почувствуете заботу своего любимого человека, либо какого-то другого близкого к вам человека, потому что 1-7 дом – это сектор партнерства, людей, которые в данный момент времени имеют с вами какие-то дела, да, помогают вам, заботятся о вас. Поэтому, скорее всего, что если вы чувствовали себя неважно, то благодаря заботе близких вам людей у вас улучшится здоровье. А также эта карта может означать встречу партнера, который будет работать в сфере медицины, какого-то другого сервиса. Может быть, это духовные практики, да, потому что как вот эти все практики, которые действуют на психосоматику и тоже таким образом излечивают. То есть это не обязательно научная медицина, это может быть еще какие-то другие методы. И там тоже можете встретить кого-то интересного, либо сами даже, может быть, займетесь чем-то таким связанным с излечением. А здесь у нас бык, телец и Меркурий в тельце и в секторе денег. Поэтому, конечно, у весов будут деньги. Определенно вы будете получать деньги, посылать деньги, потому что Меркурий – это средства связи, поэтому деньги могут к вам прийти посредством каких-то переводов, например. А вообще, может быть, будете как-то пересчитывать, учитывать свои финансы, вести какую-то бухгалтерию, все рассчитывать наперед, да, может быть, составлять какой-то план на месяц. Поэтому здесь благоприятно. В общем-то, деньги, телец – это, конечно, вообще знак денег. В секторе путешествия выходит карта оптимизма, Луна в Стрельце. И поэтому я думаю, что многие весы могут поехать куда-то, либо это будут поездки недалеко, но много поездок разных. Возможно, вы будете вообще в какой-то суете находиться. Луна все-таки это что-то близкое, а Стрелец вроде бы далекое, поэтому здесь могут быть и дальние, и близкие путешествия. Если вы, например, заняты какой-то учебой, то здесь могут быть какие-то перемены в учебе тоже. Луна все-таки показатель какой-то нестабильности. Может быть, будет много учебы, может быть, будут экзамены какие-то дополнительные, либо вы будете заняты. Много будет к вам приходить информации издалека, и какой-то разной исторической, философской информации. Здесь у нас и друзья нарисованы. Посмотрите, здесь три друга, какие-то веселья. Может быть, вы поедете куда-то на вечеринку какую-то, вам придется ехать в другой город, либо даже в другую страну. Может быть, это будет встреча с братьями, сестрами. Может быть, дома вы будете праздновать, дома приглашать друзей, даже соседей, да, потому что Луна – это еще карта дома, и третий сектор тоже отвечает за дом. Поэтому здесь у вас веселая такая светская жизнь, много общения, каких-то поездок, либо, может быть, встречи с одноклассниками, с однокашниками, с какими-то такими еще друзьями могут быть. Так, сектор семьи, либо карьеры, да.
И здесь Меркурий в Овне, поэтому вы будете очень активно продвигать какие-то свои идеи в жизнь. Может быть, вам захочется даже начать какой-то новый цикл, какая-то у вас будет новая мечта, либо вы прямо займетесь вот осуществлением каких-то планов своих. Это может быть как планы, связанные с домом, с семьей, может быть, будете какие-то документы готовить, получать какие-то документы, тоже очень возможно, кстати, потому что все-таки Меркурий в Овне – это какая-то активность, какие-то активные переговоры на работе с начальником, переговоры по поводу жилья, недвижимости, даже новость какая-то может быть, потому что, видите, это как вестник какой-то, да, поэтому может быть новость либо от вашего начальства, от родителей, либо в связи с делами, связанными с недвижимостью, и так, и так. Но мы можем дополнить еще сейчас эту карту другими картами из колоды. Карта идеализма. Здесь у нас, ну, она называется так идеализм, но здесь Солнце в знаке зодиака Водолей, и для этой позиции карты как раз это очень благоприятное положение. Скорее всего, весы, которые свободные, да, может быть, ищут партнеров, находятся в поиске. Это удачное время для вас, январь. Вы можете здесь с кем-то познакомиться, может быть, у вас какая-то популярность среди ваших друзей, знакомых. Но есть, конечно, вероятность того, что вы слишком идеализируете своего партнера, либо партнершу. Может быть такое, что вам будет казаться человек очень хорошим со всех сторон, но может быть это и так, да, потому что здесь, в общем-то, такая карта, нет ничего плохого в ней. Может быть, вы хотите даже, да, как-то идеализировать вашего партнера, либо ваш партнер будет идеализировать вас. Почему бы и нет, да, может быть, вы, как сказать, это один вид таких романтических отношений, когда вы будете друг другу стараться угодить, может быть, что-то хорошее сделать, или просто вместе будете куда-то ходить, представлять друг друга своим друзьям, кстати, да, может быть, вместе какие-то совместные у вас будут занятия, хобби, либо партнер вам что-то такое предложит, будет рассказывать про себя. И, в общем-то, это радостная карта, потому что Солнце, да, знак радости. И здесь могут быть новые знакомства. И по 3-му, 9-му дому у вас знакомства. Поэтому я думаю, что месяц будет очень активный. Еще одна карта Меркурия. Посмотрите, здесь у нас уже был Меркурий в секторе денег, в секторе карьеры, недвижимости. И 6-й, 12-й сектор обязанности и какие-то тайные подсознательные моменты, и здесь тоже выходит Меркурий. То есть вы много о чем-то думаете, вы стараетесь организовать свою жизнь, и это прекрасно. Только единственное, что не стоит идти против природы, да, потому что как бы вы не пытались приказать себе не думать о чем-то, да, либо другим людям там как-то изменить ход истории, ход там, закона Вселенной. Этого, конечно, у вас не получится. У вас, ну, есть такая карта. Вот эта карта очень интересная, потому что здесь нарисована женщина в одежде королевы или принцессы, да, и, возможно, вот эти вот ее какие-то качества дают ей право считаться с природой, да, но это невозможно, это не подвластно даже королям, как я понимаю эту карту, да, поэтому здесь Меркурий в Деве, в общем-то, это хорошая карта, которая все старается организовать, но все ведь организовать нельзя, да, что-то есть, что нам не подвластно во Вселенной, и мы должны ей доверять как бы ходу природы, естественному ходу вещей. Поэтому здесь, я думаю, у вас будет энергия, но, не знаю, может быть, что-то вы упускаетесь, может быть, вы слишком много направлены на какие-то конкретные дела, иногда нужно подумать еще о чем-то. Кстати, Дева, да, вот хочу заметить, и здесь знак Девы, то есть это все-таки говорит о том, что многие весы будут заниматься вопросами здоровья, улучшения своего качества жизни, и во многом это будет зависеть от партнера. Либо, может быть, вы принимаете много лекарств, каких-то медицинских средств много используете, а дело совсем не в этом, то есть, может быть, вы уже достаточно помогли себе с точки зрения медицины. Теперь, возможно, нужна помощь с точки зрения психосоматики еще, да? Может быть, дело кроется совсем не в этом. Что скажут еще нам карты? Я хочу дополнить вот эту карту.
которая за карьеру и домашние какие-то дела отвечает. Интересно, Марс в рыбах. Ну что, здесь вот тоже 12-й сектор активный, опять же. Может быть, у вас есть действительно какие-то мечты, желания о том, как вы хотите, куда вы хотите дальше двигаться, да, на этой повозке. Но здесь есть такая вероятность, что все это так и останется на уровне ваших мечт. Вам не хватает, может быть, каких-то реальных планов по реализации ваших целей. А что, интересно, скажут нам карты из колоды Moonology? Какой совет они дадут для весов на январь 2024 года? Ну, во-первых, полная луна в знаке Девы, опять Дева. И южный узел. Ну, по южному узлу это, конечно, какие-то вопросы из прошлого, которые вы все еще пытаетесь решить. Может быть, слишком много даже обращаете внимание на прошлое в вашей жизни. А по полной луне в Деве это как раз вот этот вот цикл, связанный с здоровьем, какими-то повседневными обязанностями. Вот эта ось Дева Рыбы, она будет у вас, вот эти темы, да, по этой оси будут довольно сильны у вас в январе. То есть это возвращает вас еще к каким-то прошлым делам, к завершению чему-то. Может быть, вы должны закончить цикл, связанный там с лечением, здоровьем, с оздоровлением, решить какие-то вопросы тайного характера. На работе, может быть, кто-то здесь работу заканчивает, либо какие-то проекты в январе еще вы заканчиваете. Но по полной луне в знаке Девы это все-таки это уже когда процессы доходят до своей кульминации. Здесь, конечно, еще если у вас есть домашние животные, вот с ними могут быть какие-то вопросы решаться. Может быть, вы решите кого-то завести, либо домашнее животное плохо себя чувствовало, вот по полной луне в Деве в январе уже может дойти ситуация до пика, да, и придется решать там, как дальше действовать вам в плане лечения. Либо это кто-то из ваших близких людей тоже, да, потому что Дева все-таки связана с вопросами медицины и каких-то казенных домов. Поэтому, может быть, вы решаете, стоит ли вам лечь в больницу или нет. Так что здесь у вас много таких забот, хлопот будет у весов, но тем не менее будет и много и общения, да, и эта карта все-таки хорошая, карта здоровья. Поэтому все-таки обратите внимание, наверное, весы, кто ваш лечащий врач, да, кто люди, которые окружают вас, потому что 6-й сектор гороскопа или знак Девы – это все текущие окружение, атмосфера, режим дня, график дня, по которому вы работаете. Может быть, у вас поменяется график, что-то вот повседневное, что вас все время окружало, может меняться. Даже климат может меняться у кого-то. Ну, если вы, например, переезжаете, а по Луне в Стрельце здесь и переезд у кого-то даже может быть из весов. Так что вот такой расклад для вас на январь. Возьмите все самое лучшее отсюда. Я желаю, чтобы ваш Новый год жизни, я имею в виду год 24 начался просто прекрасно. Желаю вам всего самого наилучшего. До встречи на моих новых видео. Всем пока.